24 петли для одной косы и 24 петли для другой косы и 2 кромочные. Значит, мы набрали 50 петель и начинаем вязать таким образом. 1 лицевая, 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. Я вяжу по схеме 2 косы для того, чтобы вам показать, как вяжется этот двусторонний шар. Вы можете сделать 4 косы, значит 2 раза вам надо будет повторить раппорт, или сделать 6. Для этого 3 раза вы повторяете раппорт. Значит, таким образом я вяжу 1 лицевая, 1 изнаночная до конца первого ряда. Этот узор, резинка, сочетание лицевых и изнаночных петель вы можете посмотреть также в другом моем видео урока для начинающих. Довязываем таким образом до конца ряда. И последняя у нас кромочная петля. Переворачиваем наше вязание и вяжем, соблюдая тот же самый рисунок. Там, где у нас лицевая петля, мы вяжем лицевой, там, где изнаночная, изнаночной. Продолжаем также вязать до конца ряда. Итак, это у нас второй ряд. На схеме, которую я привожу в своем уроке, указаны только лицевые ряды, нечетные. Значит, все четные или изнаночные ряды мы вяжем по рисунку, соблюдая именно этот рисунок сочетания 1 лицевая, 1 изнаночная. Для своего вязания я использую нитки, которые вы сейчас видите на своем экране. И, соответственно, для этих ниток я выбрала спицы 3 миллиметра. Если у вас другие нитки, вы выберите спицы, которые рекомендуются для данной толщины ниток. Вот я довязала второй ряд и продолжаю вязать 3-й ряд по рисунку.
все время. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Так. Это наша первая косичка. Дальше продолжаем по рисунку. Лицевая, изнаночная до конца ряда. Снимаем 12 петель на вспомогательную спицу.
так до конца ряда. До конца ряда. Смотрите, пожалуйста, здесь я провязала весь раппорт в высоту, а это 24 ряда, которые выглядят вот таким вот образом. Здесь мы уже видим какой-то рисунок. Сейчас я провяжу в высоту еще один раппорт, еще одни 23 ряда, для того, чтобы вы посмотрели, как это будет смотреться в дальнейшем в изделии. Например, в моем шарфе у меня 5 косичек. Чтобы вам было удобнее, так как схема на 2 косички, мы